Доброе утро, всем доброе утро. Всем доброе утро. Девочки, мальчики, разбираю верхнюю полку стеллажа на кухне. Протираю листья просто водичкой. Рассматриваю цветоносы. Неужели, в самом деле. Слушайте, вот это Big Lip. Сейчас вам скажу, как он называется. Go Sakura. Обалденный Big Lip. И вот, учитывая дефицит света в этом зимнем сезоне, у нас на полочках, посмотрите, сколько бутушек. Невероятно. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы вызрели и не отвалились. Потому что есть у меня примеры на других стеллажах, там, где сформировались бутоны и отваливаются. Знаете, кто это? Это красотка Babyface. Babyface. Она мне очень нравится. Постоянно цветет. Вот такая вот елочка. Видите, вон сколько цветоносов, девчонки, мальчишки. И сейчас тоже вот бутончики. Слушайте, у меня тут сегодня такая затея. Вернее, это затея со вчера. Я пью кофе. Сейчас скажу. Поделюсь с вами. В общем, решила тут я себе подарок сделать новогодний, запоздалый. Ну, в принципе, подарок приедет на Рождество. Не знаю, когда выйдет это видео, но попалось мне объявление на Фейсбуке. Ой, в группе, в которой продают орхидеи с пилоричностью, девочки. Я не прям такой приверженец пилоричности, прям вот бабочки ля-ля-ля, прям вот я хочу только бабочек, я хочу только пилориков. Нет, у меня они тоже есть, но я не фанат. Но здесь сама орхидея попалась. Она и бабочка, и именно та орхидея, которую я очень давно хочу. Это Big Lip нерассказанные истории. Представляете, я давно его хочу. Так, это кто? А это Карина. Девочки, посмотрите на этот вертолет. Карина. Это моя Карина. Вот так она выгнула цветонос, идет к лампе. Я вообще думала, она в этом году не зацветет, потому. Ну, зацвела. Мы с вами ее пересаживали, вон вижу новые корешки. Сейчас пролью ее, она в двойном горшке. Немножко скапает водички. Она, кстати, любит попить очень хорошо. И знаете, смотрела недавно видосик про Карины, и они разные бывают. Моя та, которая не яркая, которая быстро становится пастельного оттенка. Конечно, хотелось бы, чтобы она была поярче. Сейчас польем, попротираю листья. Вот на листьях тоже вот такие всякие непонятки. Здесь обратная сторона вот такая интересная, видите, с баклажановым отливом. Но я люблю Карину, обожаю. В общем, девочки, только что мне написала продавец, номер отправления прислала. Короче, моя новая орхидея с букетом цветущим. Она именно взрослая, цветущая. Все как мы любим. Не малыши. Едет. Киев, Одесса. А может, не Киев, Одесса? Там какой-то сел еще указан, что я решила, что Киев. Так, это моя Ванда здесь, но она, в принципе, поливалась. Мне написала моя хорошая знакомая Архалюб, что нужно тепленькой водичкой поливать Ванды. Вот я ее сегодня полью водичкой тепленькой и помою. Что они мне... Ну, это все лимошка. Привет передай всем. Скажи привет. Привет, скажи, чирикни. Не надо кусаться. Надо чирикать. Так, здесь еще 3 красотки.
Я все мечтаю о лампах самсунговских, девочки. Начнут мои притухать, а они со временем притухают. Буду менять, скорее всего, если будут в продаже, буду менять на самсунговские. Так, это мой Арван. Вот такой вот рогатый, с двумя цветоносами. Тоже буду его сейчас обтирать водичкой. Наливаю им вот так на 2-3 сантиметра воды в закрытую систему. Вот в закрытой системе вообще одно удовольствие поливать орхидеи. Но, девочки, пока любуемся. О, вот, видите, вот сколько я налила? О, этого достаточно. Сейчас корни, они уже внизу, и маховые фитили. Оно сейчас все подтянет и распределит по посадке. Лимоша, тебе зауваження. Что ты крыльями своими машешь? Гляньте, какая получилась антенна. Прикольно так. Так, и там еще у меня 2. Да, смачного тебе. Смачного кушай. Здесь у меня тоже красавчик. Ой, я его подписала. Помню, девочки мне говорили, кто это. Хэппи Минхо, по-моему, это, да. Хэппи Минхо. Вот он, кстати, очень быстро теряет тургор. Он так любит попить. Помню, не было достойного горшка для него. Ну, прям сильно хотелось его пересадить. И я его просто вот было кашпо от двойного горшка. И я его в это кашпо пересадила. Потому что он уже просто вываливался. И мне даже от того, что он теряет тургор, показалось, что у него сгнили корни. Но оказалось нет, просто я его поливала не слишком хорошо. Сейчас, девочки, оботру, покажу его красивым. Вот так всегда. Достаешь орхидею, находишь сухие корешки, обрезаешь. Ну, так они поверху там краешки. Полила, пообтирала листики. Видите, какой темно-зеленый цвет листьев? Говорит о том, что не хватает ей света. Но она листовую пластину не увеличивает. Обычно орхидеи увеличивают листовую пластину, если им недостаточно освещения. А это нет. Постой на солнышке немножко. Постой немножко на солнышке. Боже, какая красота. Такие бутончики. Прям супер. Так, сейчас еще протру листья этому красавцу. Девочки, знаете, у меня какая мысль пришла в голову? Вот у нас скоро начнется этап цветения. У многих уже начался, у многих уже порасцветали орхидеи. Уже вот этот период трепетный, нежный, захватывающий начался у многих. Так что если нет у вас возможности хвастануть, кроме как близкие, подруги, соседи, домашние, с вами живущие, а вам хочется выйти на широкую публику, но вы не ведете YouTube канала, Инстаграма, Фейсбука. Если вам хочется, я дам вам такую возможность. Присылайте мне в Facebook свои видеоролики, неважно какой длины, как вам захочется. И мы будем с вами вместе любоваться. Я буду размещать в своих видео кусочки ваших видео. Назовитесь, как вас звать и откуда вы. Можно о себе рассказать. В общем-то, такая вот идея мне пришла в голову. Если вы поддержите, будет очень здорово, чтобы мы все увидели, вот даже вот какой-то сорт, у кого как цветет, в каких условиях он находится. Вот есть такие, знаете, сорта орхидей, именно фаленопсисов, которые очень-очень вредны. И я вам сейчас одного из них достану. Это мой дубль 2. И звать его Венецианский карнавал. Мало того, что это биглип,
Так это еще и вредина. Я помню, моя первая попытка. Ой, какой он красавчик. Моя первая попытка не увенчалась успехом. И я второй раз уже купила побольше такой экземпляр. Гляньте, какая у него толстая шея. Обалденно. Может быть, у вас тоже, к примеру, есть вот венецианский карнавал, и вы можете снять небольшое видео, рассказать, как у вас с ним сложилась дружба. Про мой-то вы знаете, первый у меня, конечно, не выжил. Был хиленький кустик, а этот, тьфу-тьфу, пока нормально. И вот даже регулярно цветет, и вот новый цветонос. Вот можно начать с него, у кого он есть, как он себя ведет. Видите, вот сколько у него цветоносов. Вот я вот начну с него, что вот есть у меня вот такой биглип, девочки. Уже второй год он у меня, или даже третий. И я очень переживаю за него всегда. Посадила я его в закрытую систему. Вот так вот он у меня в закрытой системе. Камни, коковолокно, кора, мох. Ну, у него очень такая, знаете, дышащая посадочка. И он получает воздухообмен, хотя это закрытая система, но были у него попытки меня расстроить. Видите, следы Максима? Либо это у меня было какое-то уже, знаете, болезненная, ну как это сказать, боязнь была у меня такая. И я уже его там какую точку увижу, на нем все смазывала. Уже даже не вспомню. Но пока полет нормальный. Стоит на верхней полке стеллажа под искусственным освещением. Так что, возможно, у вас тоже есть такие истории ваших вреден. А может быть, есть у вас, наоборот, истории орхидей, которые бесконечно вас радуют и круглосезонным цветением. То есть есть такие сорта, которые бесконечно цветут. В общем-то, присылайте на Facebook видео. Сделаем интересный фильм. Будем делать интересные фильмы о том, как и ваши орхидеи себя чувствуют в ваших условиях. Ну, вот такая у меня идея. Если поддержите, давайте сделаем такой проект. Как я его поливаю? Вот только что хлебнула ему водички, девочки, вот смотрите. Тоже сантиметра 2. Ему достаточно. Даже, знаете, особо вот я стараюсь туда даже не лезть. Вот сюда, с краешку налила, даже не проливаю вот прям по всему грунту. Пусть сам чувствует воду. Но сейчас корни не в росте. Сейчас все закупорено, у него сейчас все силы. Слушайте, ну прям вертолет, да? На выгонку прекрасного цветоноса. Так что вот так вот. Друзья мои, пишите, звоните, присылайте свои видео. Мы все вместе полюбуемся на ваши орхидеи. Какие-то нестандартные случаи интересные рассказывайте. Что орхидеи могут нас удивлять, и мы не устаем удивляться. Все, всех обнимаю, всем всего самого наилучшего, всем мира и добра. Всем позитива, всем хорошего настроения и скорейшего цветения, пышного цветения. Но даже если это будет 1, 2, 3 цветочка, ничего страшного, мы тоже будем счастливы и рады. Пока-пока, обнимаю. Смотрите, что творится, парни, смотрите, что творится. Убежал. Что творится? Ты что, на улице не выбегался? Где кофточка? Кошмар, ребята, пока его вымыла, это ужас. Это какой-то кошмар. Ну все, бегай, да. Видимо, недостаточно подурел. Недостаточно, да. Вот так ее, эту бутылку. Обожает играться с пустыми бутылками пластиковыми. Представляете? Давай. Жорка кушает лежа прям. Ах, эти праздники до добра не доведут. Неохота даже двигаться, да, Жор? Лежа кушаем. Ну, вставай,
когда встанешь, больше влезет. Вот так, молодец.